Всем привет, Кетька. Похоже на медузку. Купаться? Купаться? Ты уже искупалась. Владыка ситх. Чубак. Ты знаешь Чубаку? Всем привет! С вами канал Два Хвоста, и сегодня я вам покажу и расскажу, как постричь Йорка. С нами вот такая вот малышка. Она уже немножечко заросшая, ее зовут Кэрри. И начнем мы с того, что мы немножечко ее расчешем, потом искупаем и приступим к стрижке. Эта расческа как раз из набора, который мы заказали вместе с ножницами. У нее здесь небольшие колтуны, и перед купанием нужно расчесать, чтобы все это не стало еще хуже. Потому что, несмотря на кондиционер, очень быстро запутываются волосы. Вот мы ее расчесали немного, основные колтуны вычесали, и теперь идем купаться. Снимаем ошейник. И вот мы в ванной. Эту малышку сейчас будем купать. Для купания мы не используем непосредственно сам шампунь, мы не наносим его на шерсть. Для начала мы его разбавляем вот так вот в стаканчике с водой. И затем губочкой этот мыльный раствор наносим уже на мокрую шерсть. Все это сейчас покажу. Использовать нужно специальные шампуни, но не такие, которые избавляют от блох, клещей, а именно для купания шампунем. Мы используем вот такой шампунь для йорков. Вот, но все равно мы его разбавляем, потому что он очень концентрированный для шерсти. Также мы будем использовать кондиционер. Начинаем купать, подбираем комфортную температуру воды и с несильным напором мочим шерсть уже. И теперь приступим к намыливанию. Ждать не нужно, шампунь мы смываем сразу, а вот кондиционер нужно будет немножечко подождать пару минут, прежде чем смывать. Тихо-тихо. Не бойся, я не покажу никуда. Прошло несколько минут, и мы смываем шерсть. Кондиционер, она заметно даже вот мокрая, стала мягче. Использовали мы сейчас кондиционер фирмы Tsubaki, сами им пользуемся. Это сейчас не в качестве рекламы, просто если вы не знаете, чем обработать волосы, шерсть собаки, чтобы она легче расчесывалась, вы можете использовать человеческий кондиционер. Мы сейчас использовали именно вот этот. Сами им пользуемся, качеством, в принципе, довольны, волосы хорошие после него. Теперь мы берем полотенце и закутываем собаку. Сейчас чуть-чуть ее выжму. Такая вот куколка у нас получилась. Мы ни в коем случае не вытираем, не трем ее, просто промакиваем шерсть полотенца. Можно вот в таком вот состоянии походить несколько минут, чтобы полотенце впитало максимум влаги. Промокнули шерсть, теперь собакина отпускаем. Ни в коем случае, повторюсь, не трем полотенцем, иначе мы все это собьем в колтун и потом не расчешем ни в коем случае. Опа, такая почти сухая она получилась уже. И теперь будем сушить ее феном.
Можно использовать во время сушки пуходерку. Если кто не знает, то пуходерка это вот такая вот щеточка, широкая, с множеством металлических зубчиков. Она бывает с капельками на конце пластиковым, бывает и без капелек. Ну, вот такая вот самая обычная. И вот таким вот образом против шерсти расчесываем под струей фена. Но нам это сейчас не нужно. Сушку мы закончили на этом этапе. Полностью высушили спину, живот, лапы. Голову чуть-чуть оставили, пока что нам она не нужна с самого начала стрижки. В процессе она уже досохнет. Использовать мы будем вот такую пластиковую насадку номером 3, чтобы шерсть была не слишком короткая и не очень длинная. Как раз номер 3 нам сейчас идеально подойдет. И теперь можно приступать к стрижке. Начинать нужно всегда со спины, от хвоста против шерсти. Слишком короткую шерсть мы тоже не оставляем, чтобы не было раздражения на коже у собаки. Юбка должна идти от складки бедренной и до подмышечной складочки на этом уровне. С этой стороны мы делаем точно так же. Ну вот, со спиной и попой мы закончили. Переступаем теперь к передней части головы. Выбриваем шею до затылочного бугра, вот до сюда. У нашей девочки будет пальмочка, поэтому нужно все это отделить ровной линией. И вот это все теперь нам нужно сбрить. Насадку я сняла для того, чтобы было удобнее подровнять вот эти вот шерстинки, потому что с насадкой это сделать просто невозможно. Вот так вот ровненько у нас получился, ровненький переходик. Далее переходим к передней стороне шеи, к груди. Здесь мы выбриваем до угла нижней челюсти, но стараемся, чтобы машинка шла против роста волос. С этой стороны делаем то же самое и стараемся, чтобы все было ровно и симметрично. А здесь стрижем до середины нижней челюсти, то есть вот до сюда. Мы смотрим, сейчас уберу эту шерсть. Мы смотрим на голову собаки, вот ее нижняя челюсть, и до середины, где-то вот до сюда мы стрижем половинку, выбриваем. Насадка троечка нам нужна для того, чтобы шерсть на спине и в других частях тела собаки была нужной нам длины. Без насадки мы работаем, когда нам нужно что-то подровнять, либо сделать шерсть более короткую. Смотрите, грудь мы стрижем, выбриваем треугольничек на груди. От шеи к лапкам, чтобы он расходился. И переходил плавно в юбочку. Далее начинаем без насадки машинкой выравнивать переход от гладкой шерсти к длинной. То есть мы проводим по шерсти машинкой, тем самым вот так вот аккуратно сглаживая этот переход. Бедро мы выбриваем чуть-чуть больше, чуть ниже, чем сама юбка. Где-то до середины бедра выбриваем. И от попки тоже плавненький переход делаем. Здесь практически до локтя выбриваем переднюю лапу.
стороны делаем точно так же. Теперь мы будем выбривать уши. Это на этом этапе последнее будет, что мы сделаем машинкой. Нам нужно отчесать ту часть волос, которая будет относиться к пальмочке, к нашей, и оставить те волосы, которые относятся к уху. Машинка без насадки берется и выбривается по шерсти 1/3 уха. Эти волосы мы потом уберем ножницами, выровняем, ровную линию сделаем. Пока что просто само ухо по шерсти выбриваем. С этой стороны тоже можно чуть-чуть. Такую же манипуляцию проводим и со вторым ухом. Машинкой пока что мы закончили работать, откладываем ее в сторону, но в процессе стрижки она нам еще понадобится. Теперь приступим к работе ножницами. У нас есть вот такой набор, который мы заказывали на сайте AliExpress. Обзор по нему вы можете увидеть в предыдущих наших видео. И мы будем пользоваться. Начинать будем с хвостика. Чуть-чуть его сейчас машинкой сверху мы подбреем. У этой малышки хвостик купированный, он короткий. У прошлых двух пареньков хвосты были не купированные. Берем его сначала в пучочек вот так. И просто убираем длину, которая нам не нужна сейчас. Скажи, чтобы хвост не отрезать. Да, следите, чтобы не отрезать хвост. Он очень легко прощупывается. Контролируйте пальцами. Так, стой. Мы берем за самый кончик, за самые маленькие волосики. И далее берем полукруглые вот эти ножницы. И чуть-чуть убираем объем филировочными ножницами. Выстригаем ножницами аккуратно между подушечками пальцев шерсть. Делаем это аккуратно, чтобы не порезать подушечку у собаки, потому что ножницы очень острые. Вот так вот лапочка, малюточка. С остальными лапками делаем то же самое. Между пальчиками мы выстригли, и теперь переходим к самим лапкам, к юбочке. И далее к голове. Начинаем с задней лапки. Для начала нам нужно сформировать тапочек. И формируем полукругленький тапочек вокруг лапки. После того, как мы сформировали тапочек на лапке, нам нужно подрезать, укоротить шерсть по всей длине ноги. Для этого мы берем ножку собаки и чуть-чуть ее вот так отводим назад, вытягиваем. Снова берем полукруглые ножницы и точно так же, как на хвостике, мы придаем шерсти форму перышка по ноге. Вот так вот у нас получилось. Сейчас мы еще это все профилируем. Нам не нужны такие пушистые совсем лапы. Так, мадам. Для филировки мы пользуемся вот такими филировочными ножницами. Филируете просто, чтобы снять объем, как вам уже нравится. Так, Кэрри. Чтобы шерсть не болталась, нужно, чтобы она не была на земле. Ну и не совсем коротко мы это делаем. Для выставок там совсем другие стрижки уже идут, совсем другие модели. У нас же собачка просто для дома, поэтому мы стрижем ее
не особо длинную шерсть оставляем, чтобы она и просто не мешала. Тем более на лето жарко будет. Делаем покороче. Далее переходим к юбочке. Мы ее расчесываем. Нет, стой. И чуть-чуть укорачиваем. Нас попросили сейчас не стричь живот между юбкой, поэтому шерсть там останется, чтобы не было раздражения у собачек. И чуть-чуть можно опять же профилировать, совсем чуть-чуть. Потому что шерсть тут и так не очень густая, снимать объем особо не нужно. С другой стороны, на другой лапке и на другой стороне юбочки мы делаем то же самое. С задними лапками мы уже закончили, юбочку мы подровняли. Теперь переходим к передним лапам. Для начала формируем тапочки, точно так же, как и на задних. Мы сформировали тапочки на передних лапках и теперь переходим к стрижке самих лап и груди. Предварительно, конечно же, расчесываем перед стрижкой ножницами. Подравниваем по лапке. То есть у локтя должно быть побольше шерсти. И далее сходим к тапочке более короткой. Ножницы используем полукруглые в этом случае. И чуть-чуть филируем. Снимаем объем. То же самое мы делаем и с другой стороны, с другой лапкой. Мы состригли заднюю часть лапки, как я вам показывала. Теперь переходим к подравниванию юбочки на груди и под передними лапами. Шерсть между юбками, ближе к животу, мы можем сделать чуть короче, чтобы она не торчала и не портила нам внешний вид собачки. С этой стороны также можно чуть-чуть укоротить. Нам не нужны такие длинные волосики. И чуть-чуть филируем грудь. Подравниваем, доводим до красоты лапки, чтобы шерсть нигде не болталась по земле и не мешала собачке двигаться, бегать. С лапками и туловищем мы закончили. Теперь осталась у нас только голова. Да, малышка? В первую очередь мы сформируем пальмочку, чтобы она нам уже не мешалась в нашей работе. Для этого мы будем использовать специальные резиночки для собак. Вот такие. Нам понадобится именно 2 резиночки. Сейчас покажу, как мы будем это все делать. Для начала мы проводим прямую линию между ушами, чтобы отделить на две части эту шерсть. Таким образом у нас получится 2 пучочка, из которых мы будем формировать нашу пальмочку. Вот эту часть волос
мы тоже подравниваем. Далее соединяем вот с этой пальмочкой и завязываем пучочек. Слишком сильно не затягиваем, чтобы у собаки не было никаких проблем с головой. Сильно кожа не натянута была. Очень выпучено. Да. Вот такая вот у нас мадам. Кэришка. Все нормально? Дальше мы переходим к ушам. Как мы видим, здесь у нас шерсть довольно длинная. Нам ее нужно укоротить по форме уха. Нужно все это контролировать, чтобы не порезать ухо собаки, но и не оставить слишком длинную шерсть. Вот такая вот остренькая форма ушка у нас получается. Угу. Ты молодец. Точно такую же мы сделаем и на втором ухе. Купаться. Вот такие вот ушки у нас получились по форме. Вот эти волосы вокруг ушей мы тоже обстригаем чуть-чуть короче. Форму можно какую вам нравится. Мы чуть-чуть полукруглую сейчас будем делать. И после того, как подрезали шерсть обычными ножницами, мы филируем всегда. Со вторым ухом мы делаем точно так же, чтобы все было симметрично. Сейчас мы закончили с ушами и приступаем к бороде. Расчесываем ее ровно, чтобы она лежала. И далее от уха полукругом ведем вот сюда к мордочке. Пока вертим. Вот так вот где-то должно получиться. Можно делать чуть-чуть короче, можно длиннее оставлять. Это уже по вашему желанию. И филируем, конечно же. С другой стороны мы делаем такую же форму и такой же длиной, чтобы было все симметрично. И теперь подравниваем, смотрим с каждой стороны, чтобы было ровно, симметрично. И выстригаем нижнюю челюсть. Чуть-чуть ее приподнимаем и делаем чуть-чуть короче, чем основная борода, основная длина бороды. Совсем чуть-чуть подрезаем ей вот эти вот волосики, где реснички. Совсем чуть-чуть, чтобы они не лезли просто в глазки. И вокруг глаз мы тоже чуть-чуть выстригаем. И далее филировочными ножницами убираем вот отсюда с носа тоже объем волос. Аккуратно, чтобы не выколоть собаке глаза. Пришлось ее чуть-чуть зафиксировать, подержать, чтобы это сделать. Ей это очень не понравилось, но смертельного ничего нет. И вот теперь готово. Ну вот, закончена стрижка нашей собачки. Такая вот девочка у нас получилась.
На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте ваши вопросы о собаках, о змейках. Смотрите наши видео. И всем пока!